Всем доброго времени суток. Постоянно сталкиваюсь с разными видеокартами и раз уже обзавелся картой видеозахвата и монитором с HDMI. Решил делать выпуски с тестами в синтетике и в играх, так как это интересно и кому-то может пригодиться. Буду благодарен за лайк и подписку, а вам приятного просмотра. Итак, стенд у меня следующий. Материнка MSI H81M E33 на сокете 1150. Этот стенд у меня был уже в выпуске. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. А вот процессор Intel Pentium G3250 на 3,20 ГГц. Как раз посмотрим, сможет ли он раскрыть потенциал карты. Кстати, он со своим графическим ядром 4-го поколения с базовой частотой в 350 МГц, максимальная в 1,1 ГГц и максимальный объем видеопамяти графической системы и 1,7 ГБ. Его графическое ядро я протестирую отдельно, думаю, будет интересно посмотреть, на что оно способно. Охлаждает его переделанный мною кулер 775, по-моему, от фирмы Deepcool, в общем, он с ним справляется. Оперативная память планков 4 ГБ на частоте 1600 МГц от фирмы Crucial и блок питания от фирмы Core на 450 Вт. Запускаю все с жестких дисков от фирмы VD, оба по 500 ГБ, и система стоит 64-разрядная Windows 10. Ну и наконец видеокарта от MSI Radeon HD 6670 на 1 ГБ на интерфейсе PCI Express 16.2.1 позиционируется карта как офисная. И первая игра, в которой будем тестировать, это World of Tanks версии 1.0, разрешение на Full HD, пресет настроек на низких, и вот результат. Конечно, игра хорошо оптимизирована, и все же карта тоже делает свое дело, что говорит о стабильном фреймрейте не ниже 45 кадров, а иногда все 60. А теперь посмотрим, что будет на движке CryEngine и игра Warface. Настройки были на высоких, на том же Full HD разрешении и число кадров в районе 25, что совсем не играбельно. Но после понижения пресет на средний, фреймрейт вырос на 10-15 кадров, что уже хорошо, и если открутить все на минимум, число кадров будет в районе 50-60. Не будем долго задерживаться и переходим к следующей игре, и она CSGO. Сначала при запуске с настройками по умолчанию были фризы и фреймрейт от 15 до 37. Но после как выкрутил настройки на средние с выключением всяких сглаживаний, число кадров выросло от 60 до 80. В общем, я и сам часто играю в нее и могу сказать, что играть с таким числом кадров можно. А вот следующую игру я не понимаю, играть в нее тем более не умею. Dota 2, тем кто в теме, ничего личного. В общем, все стоит на простых настройках, работает на DirectX 9, и я не знаю, нормально это или нет, но было от 50 до 70 кадров. К сожалению, материал не сохранился, поверьте на слово. Ну и пишите в комментариях ваше мнение о нормальном фреймрейте в этих играх. Решил я проверить еще и кросаут. Пресет на средних, разрешение на Full HD и фреймрейт не падал ниже 40, с максимально высоким в 70, что довольно неплохо для офисной карты 2011 года выпуска.
А вот PUBG вообще отказался выдавать даже 15 кадров с дикими лагами, еле вышел с игры, не говоря уже о чем-то другом. Тогда-то я и решил проверить еще и Crysis 3. Стало интересно, что будет с низким пресет и Full HD разрешением. Ну и в общем ничего сверхъестественного, 15-20 кадров. У меня был помощник, без него бы выпуск не получился, а теперь тесты в синтетике в программе Cinebench, и вот результат. Тест в синтетике процессора, вот его результаты в целом. Камень вытягивает видеокарту, за исключением процессора требовательных играх. А значит, запас у этого процессора где-то процентов 10 по отношению к видеокарте. Возможно, карта смогла бы чуть больше раскрыть себя в некоторых играх. Оперативной памяти хватало, в ней проблем не было, и в целом система почти сбалансирована. К примеру, GTX 650 Ti также на 1 гигабайт покажет намного лучшие результаты, чем это. Ее я могу посоветовать к покупке на слабом железе. А вот эту карту в принципе тоже можно приобрести, если ее отдают дешево, и также для слабого железа, на что-то более рассчитывать не стоит. В общем, напоминаю про ссылки в описании, там найдете карты, которые стоят внимания, и остальные мои ресурсы советую заглянуть. А если вам нужна консультация по сборке ПК, пишите в группе или в чате в Telegram, помогу чем смогу. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи, хорошего настроения.